Друзья мои, здравствуйте! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. В предыдущем видео, где я готовила глазурь на основе зефира маршмеллоу и показывала, как можно красиво украсить куличи, я пообещала дать вам рецепт приготовления нашего семейного пасхального кулича. Это старинный рецепт, который передавался из поколения в поколение, и ему уже без малого 100 лет. Такие куличи пекла еще моя прабабушка. И что самое главное, рецепт сохранился в мельчайших подробностях, о которых я вам сейчас расскажу и все наглядно покажу. Пожалуй, это самый любимый рецепт куличей в нашей семье. А чтобы узнать все тонкости приготовления этого замечательного теста, смотрите видео до конца. Итак, давайте готовить. В чашу, в которой будем замешивать тесто, выбиваем 2 целых яйца и 8 желтков. Яйца я беру домашние. Оставшиеся белки в этом рецепте нам не понадобятся, но, конечно же, они не пропадут. Я использую их для приготовления глазури, пасхального безе и айсинга для имбирных пряников. В крайнем случае их можно заморозить. Туда же высыпаем весь сахар, добавляем 1 столовую ложку настойки шафрана и 2 столовые ложки коньяка. Если нет настойки шафрана, возьмите 3 столовые ложки коньяка. Всыпаем соль и вливаем теплое молоко, подогретое до температуры 36-37 градусов. Все тщательно перемешиваем венчиком до полного растворения соли и сахара. Хочу обратить особое внимание. Все продукты нужно заранее достать из холодильника. Они должны быть теплые или как минимум комнатной температуры. А еще важно, чтобы молоко, сливочное масло и яйца были самого лучшего качества. Желательно домашние. А сейчас добавляем все сухие продукты. Просеянную муку, которую высыпаем всю сразу. Не бойтесь, пропорция выверена до грамма. Сухое молоко или сливки. Жирность не имеет значения. И сухие дрожжи. Я использую вот такие сухие инстантные дрожжи, и это не реклама, а рекомендация. Можете взять от любого производителя. Их не нужно замачивать в молоке и ждать активации, а сразу добавлять в муку при замесе теста. Высыпаем в чашу ванилин и все хорошо перемешиваем. А тем временем добавлю, что вместо инстантных дрожжей можно использовать живые прессованные, которых по весу нужно взять в 3 раза больше, чем сухих, но предварительно растворив их в теплом молоке. Преимущество в том, что куличи, приготовленные с инстантными дрожжами, гарантированно не будут иметь дрожжевого запаха и никогда не опадут, поскольку такие дрожжи самые свежие и у них высокая подъемная сила. Хотя, конечно, наши бабушки готовили с живыми дрожжами. Как только тесто стало более-менее однородным, засекаем время и вымешиваем его ровно 10 минут. Думаю, вы уже поняли, что рецепт теста для этих куличей безопарный. Консистенция у теста относительно жидкая, так и должно быть. Пусть вас это не пугает. Не вздумайте больше добавлять муки. Оно станет еще жиже, когда мы добавим масло. Конечно, в старину наши бабушки вымешивали тесто руками. Примерно вот так. Но это очень трудоемкий процесс. И если у вас есть техника, которой можно доверить эту работу, воспользуйтесь ею. Я буду замешивать в планетарном миксере. Перекладываем тесто в чашу и включаем прибор. Неважно, руками вы будете замешивать или миксером. Общее время первого замеса 10 минут. А пока подготовим изюм и сливочное масло. Изюм нужно промыть и обсушить, а масло растопить до очень горячего состояния, почти до кипения. Высыпаем изюм в масло и таким образом запариваем его. Оставляем на столе, пока масло с изюмом остынут до теплого. А тем временем прошло 10 минут. Выключаем миксер и даем отдохнуть тесту 5 минут. Спустя 5 минут добавляем в тесто теплое масло с изюмом и замешиваем его второй раз в течение 10 минут. Через 10 минут хорошо вымешанное тесто перекладываем в смазанную растительным маслом чашу. Оно будет вот таким вязким, липким, практически жидким. Так и должно быть. Слегка смазываем его растительным маслом. Накрываем крышкой, пищевой пленкой или полотенцем и отправляем на 1 час в теплое место для подъема. Как обычно, у меня тесто подходит в духовке с включенной лампочкой. Это идеальное теплое место без сквозняков с температурой 35-38 градусов. В процессе первого подъема не стоит ожидать увеличения этого теста в 2-3 раза. За это время клейковина муки расслабится, дрожжи активируются и тесто поднимется совсем незначительно. Через час достаем тесто, смазываем руки маслом и делаем быструю легкую обминку, но долго его не месите. Вы заметите, как тесто начинает хорошо отходить от стенок посуды.
Снова накрываем чашу с тестом и отправляем обратно подходить еще на 30 минут. Несмотря на то, что второй подъем в 2 раза короче, тесто поднимется гораздо лучше. Но основная расстойка будет уже в формах, подготовкой которых мы сейчас и займемся. В последние годы в магазинах большой выбор готовых бумажных форм для куличей. Но по традиции я буду печь эти пасочки в жестяных банках, стенки и донышко которых я выложила силиконизированной бумагой для выпечки. Если у вас такой бумаги нет, внутри смажьте формы любым маслом и присыпьте их мукой. Второй подъем теста завершен. Смазываем руки и рабочую поверхность растительным маслом, а затем аккуратно, стараясь не осадить воздушное живое тесто, выкладываем его на стол. Муку больше не используем. Этого количества теста мне хватает на 7 форм диаметром 10 сантиметров. Делим его на 7 примерно одинаковых частей. Если хотите, можете использовать весы. Я это делаю на глаз. Если у вас формы больше или меньше моих, количество куличей может быть другим. Но главное правило – заполнять форму тестом по высоте на 1/3, но не более половины. Смазываем руки маслом, слегка формуем колобочек и опускаем очень нежное тесто в формы. Оно прекрасно подходит во время расстойки и при выпечке может убежать из формы, поэтому для подстраховки я всегда наращиваю высоту бумагой. Тогда куличи получаются высокие, ровные и красивые. Переставляем формы на противень и отправляем в духовку на расстойку на 1 час. Температура в духовке все те же 35-38 градусов. Спустя час, не вынимая противень с куличами, переключаем духовку на 180 градусов, режим вверх-вниз, и выпекаем их 30-35 минут. Главное, куличи не зажаривать, а выпекать их до слегка золотистого цвета, иначе они не будут влажными. Проверяем куличи уже через 30 минут. И если деревянная шпажка сухая, достаем их из духовки. А если слегка влажная, оставляем в духовке еще на 5 минут, но не больше. Даем куличам 5 минут отдохнуть в форме, а затем аккуратно извлекаем, потянув за бумагу. Выкладываем куличи остывать на бок на решетку, застеленную кухонным полотенцем. Если бумага для выпечки качественная, к ней ничего не прилипает. Куличи получаются ровные, гладенькие, а саму бумагу можно использовать повторно.
Из этого количества теста получается 7 куличей диаметром 10 сантиметров, средний вес кулича 280 граммов и высота 13 сантиметров. А если хотите, чтобы они получились абсолютно одинаковые, раскладывайте тесто через весы. Даем куличам полностью остыть и лишь на следующий день покрываем их глазурью и украшаем. Куличи, приготовленные по этому рецепту, получаются очень мягкие и нежные. Они в меру влажные, сладкие, маслянистые, бесподобно ароматные и вкусные. Куличи режутся очень легко, нож идет как по маслу. Хранить куличи нужно в пакете или в контейнере с закрытой крышкой. При таком хранении они не теряют своей свежести в течение недели. Остаются мягкими, не высыхают и не крошатся. У меня на канале есть видео, как я готовила идеальную глазурь для этих куличей и красиво их оформляла. Если не видели, обязательно посмотрите, может вам пригодится. Ссылочку оставлю в описании. Там же вы найдете ссылки на все мои пасхальные рецепты. Я очень прошу всех, кто приготовит куличи по этому рецепту, оставить свои отзывы в комментариях. Пусть ваши куличи будут самыми вкусными. Желаю всем приятного аппетита и праздничного настроения. А если вам понравился этот рецепт, ставьте пальчик вверх. Спасибо, что доверяете моим рецептам, оцениваете и делитесь ими с друзьями. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и не забудьте нажать на колокольчик. Тогда вы точно не пропустите мои новые видео. Напомню, что у меня на канале есть плейлист «Пасха». Рекомендую посмотреть. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.